Приветствую всех, дамы и господа. Перед нами iPhone 13, который относительно прошлой модели iPhone 12 практически никак не поменялся. В свое время даже шутили про 13 iPhone и его расположение камер относительно 12. В общем, телефон, мягко сказать, восприняли как проходной, и нововведений в нем особо новых и не было. Но с момента выхода iPhone 13 прошло уже целых 3 года, а это очень большой возраст, учитывая скорость развития технологий. И перед началом видео прошу подписаться на мой канал и на мой телеграм-канал, если тебе будет интересно. Итак, что же представляет из себя iPhone 13 в 2024 году? Если отвечать кратко, это до сих пор очень даже актуальный аппарат, у которого классная камера, неплохая автономность. Телефон в целом соответствует абсолютно всем критериям, чтобы быть актуальным в 2024 году. А если углубляться в это все дело поглубже, то тут стоит упомянуть его самые сильные стороны, а именно качество материалов и сборку iPhone. Apple хоть и является монопольной компанией, которая особо ничего на рынок не привносит, но каждый их телефон — это произведение искусства в плане качества материалов. Айфоны всегда ощущались просто превосходно. Корпус телефона сделан из алюминия, а задняя крышка базирована из стекла, потому телефон невероятно удобно лежит в руке. В плане сборки это монолитный слиток, выверенный идеально до миллиметра. В телефоне установлен процессор A15 Bionic, которого хватает абсолютно на все задачи в 2024 году, будь то это в игры поиграть или же как-то поработать с телефоном. Телефон идеально работает на последней версии iOS. Дисплей Super Retina XDR размером в 6,1 дюйм. Идеальная диагональ для 2024 года, потому что я считаю, что какие-нибудь iPhone Pro Max очень сильно большие, ими неудобно пользоваться просто вот одной рукой. А этот телефон идеально ложится в руку, так еще и можно дотянуться практически до любого края одним пальцем. Про дисплей могу сказать, что он качественный и очень четкий. В разрешении в 2532 на 1170 пикселей. Этот iPhone еще не обладал Dynamic Island, поэтому там присутствует эта самая всеми ненавистная шторка, которая именно в этой модели стала гораздо меньше, чем в 12 и 11 iPhone. И лично для меня стала практически незаметной. По крайней мере, пользоваться айфоном мне это не помешало. И даже по сравнению с тем же iPhone XS, который сейчас находится у меня в использовании, разница огромная. Аккумулятор в iPhone 13 тоже добротный, и в отличие от прошлых моделей iPhone, держит действительно рабочий день. Если раньше телефон от Apple приходилось носить с пауэрбанком, эта модель еще не такая старая, и здесь аккумуляторы относительно живые. Поэтому телефон спокойно выдерживает до 10 часов активной работы, что очень и очень похвально. Ну и напоследок я оставил самую интересную часть телефона, а именно камеру. Камера в iPhone 13 просто великолепная, даже по меркам 2024 года. По сей день этот телефон по камере дает защику многим среднебюджетным андроидам. Конечно, с флагманами андроидовскими ему уже потягаться, не получится, но среднебюджетники до сих пор некоторые не дотягивают даже до его уровня. Рассмотрим обычные фотки при дневном свете. И здесь, если у вас не кривые руки, можно отлично сфотографировать даже на какой-нибудь Xiaomi за 9000 рублей. Сейчас все смартфоны отлично фотографируют при дневном свете, и нареканий к iPhone 13 у меня, естественно, нет. По деталям здесь все тоже очень хорошо. На общем плане картинка смотрится просто бомбезно. Могу сказать, что мне очень понравилось, как iPhone работает с цветокоррекцией, не перенасыщает ее, при этом делает картинку более красочной, чем она есть на самом деле. Смотреть одно удовольствие, особенно если у фотографа руки не из жопы. Фото на широкоугольный объектив практически не отличается по качеству от обычной камеры, как это было в 11 iPhone, где ширик был максимально мыльный, а обычная камера по сравнению с ним, выглядела вот просто вот так. На iPhone 13 есть двухкратный оптический зум без потери качества и пятикратный цифровой. И вот как примерно выглядят на него снимки. Я считаю, что это великолепный результат, учитывая, что фотки были сделаны на ходу и без какой-либо стабилизации. Портретник тоже достойный, но особо от XR я разницы не заметил. Что там, есть некоторая проблема с отделением волос от заднего фона. Где-то iPhone оставляет просто пустырь, но это все можно легко поправить прямо вот внутри фоторедактора в iPhone. Поэтому не считаю это каким-то суперсерьезным минусом. То же самое могу сказать про фронтальную камеру, и здесь ее, честно, мне показалось, подтянули, в отличие от 12-го iPhone. Теперь нету каких-то очень сильных засветов, даже если фоткаться прям вот буквально по
поднимая камеру в небо, да и портретник на ней тоже какой-никакой, но есть. В iPhone 13 появился некий киноэффект, в котором ты можешь выбирать фокусировку либо на объект вблизи, либо на задний фон, что очень и очень интересная функция, и я считаю, что теперь на айфоны можно снимать некие сериалы. Ночная съемка, ей, наверное, стоит уделить больше всего внимания, потому что это действительно самая удивительная часть этого телефона. Даже по меркам 2024 года iPhone 13 снимает великолепно. Картинка невероятно четкая и великолепно подобрана цветокоррекция. Не забывайте, что телефон вышел в 2021 году, и ему уже 4-й год пошел, а он до сих пор вот умудряется вот так вот преуспевать. Видеосъемка мне тоже очень понравилась, я пытался словить кадр на близких объектах, но, видимо, iPhone отказался фокусироваться на веточке, и только спустя очень долгое время я поймал этот самый фокус. Естественно, красиво, детализировано. На iPhone 13 получается просто великолепные панорамы. Где-нибудь в городе или на природе, если правильно подобрать кадр, получится просто великолепные футажи для видео. По итогу могу сказать, что iPhone 13 до сих пор актуальный аппарат. На 2024 год это, наверное, один из самых лучших вариантов, который вы до сих пор можете себе приобрести, если у вас в кармане там до 50 тысяч рублей. Телефон будет обновляться, я уверен, до конца 2028 года, а это очень большой срок, так что если вам нужен телефон вот прямо чтобы надолго, можете его спокойно брать. Спасибо за просмотр, если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал и ставь лайк, а также не забывай подписываться на Telegram. До скорых встреч!